Никаких поломок с дисками нету. Может, конечно, сама консоль как-то немножечко некорректно работает. Игра, походу, для простого PS4 слишком требовательная. Ну-ну. Вообще-то настрой графики по факту же нету в Crysis. Ну и вообще, в принципе, в большинстве игр. Это, думаю, это на сегодня, если она опять вылетит, надо будет сегодня закончить и разобраться, в чем проблема. То есть, как минимум, сдать консоль на чистку и на перепроверочку в техническом плане. О, привет, Лот! Как дела и настроение? Все отлично? Вот только немножечко консоль подводит, а так все хорошо. Да. Я немножечко не ответил на вопросы в прошлой трансляции. Я вот еще интересный момент перед началом стрима. Да. С модератору пишу нашему хорошему. Ну все, я пошел стрим запускать. Эта часть какая у нас вторая получается, да? Он такой, да, все верно. Пишу часть 2. И он, блин, мне уже какую? По нарезочке. Ну, часть вторая, соответственно. Но она разделена на 3, блин, по соответствию. Одного, блин, полного стрима. Сейчас отвечу на прошлое. В Киберпунке ее тоже нету. Но ты его на порошке-то запустишь, и она пердеть будет. Киберпунк, да, он будет очень сильно подлагивать некоторые моменты, он будет подгружать очень долго, да. Это, это палка о двух концах, он запустит ее, но ради чего? Сегодня сдал последний экзамен. Поздравляю тебя, Лот. Этот ад кончился, и ты можешь со спокойной душой отдохнуть и расслабиться. Да, третий раз стримчик запускаем. По цветоведению 95 баллов. Это с художкой, да, все вот связано. У меня сразу цветоведение, это, знаете, из Гарри Поттера. Из Гарри Поттера вот это с корнем Мандрагоры вспоминается момент. Фирма Craft это старый реалистичный мод, а Vintage Story буквально этот мод в отдельной игре по более углубленной, потому что механики майна не позволяют реализовать что-то. Ну вот я только Vintage Story видел, а мод к Майнкрафту, который ты описывал выше Z, такой я, к сожалению, не видел. Ну и уж тем более не проходил. Но Vintage Story, я думаю, он максимум на прохождение, 1-2. Потому что он своими немножечко душными механиками может поднадоедать. Наподобие создания всех и вся предметов самому и всего подобного. Ну и малого количества противников. И всяких уникальных предметов. Отдохнуть на 2 дня только. По кайфу. Ну, по кайфу значит по кайфу. Душность, она переоценена от оригинала. Переняла. Модератор, я не понял, почему у меня в трансляции с моего YouTube творческой студии, короче, вот тоже есть реакция. У тебя нету ее случая?
У меня вот это есть реакция, вот где-то 100, что-то там, какой-то удивленная моська и конфетти. И она мне мешает предложение читать. Я не знаю, как ее убрать. Она чисто тыкаешь на нее и только раскрывается. Не знаете, парни? Вот эта штука бесит максимально. В студии у тебя ничего нету. Эх, обидно. А расширить это окно нельзя, да? То есть, как оно есть такое, то... Участники. Я даже участников посмотреть могу. Действия модератора, временные мерки. Открыть чат в новом окне. О, нет, тут тоже эта фигня есть, но она более-менее нормальная. Вот. Вот все, парни, можете писать, я все увижу. Да. Там есть функция открыть в новом окне. Этот чатик. Так что вообще хорошо получилось. Так, вообще какая-то дичь. Ну вот и разобрались с функционалом. С каждым стримом постигаем новое. Это верно, да. Потом поможем тебе, но придется подождать. Сейчас ты сам по себе, сынок. Понял. В плане вот всего этого стриминга у меня опыт, так сказать, первый. Да. До этого я ничем подобным не занимался. Ну и, соответственно, аудиторию я тоже не особо работал и общался с ней. Максимум там комментарии в каком-нибудь посте и все. А прям общаться с людьми в таком большом количестве не доводилось. Но все бывает в первый раз. Да. А где все корейцы? Вон корейцы, понял. Raven learning new things. Корейцы вылетели. Корейцы покинули чат. Да, да, да. Ну вот не нравится мне, что в данной серии сложность просто повышает не интеллект персонажей, противников, тем более техники, а просто тупо увеличивает их урон и их здоровье. Вот это очень сильный минус, как по мне. Самый простой уровень сложности, ну точнее, самый простой способ навязать более сложную в плане прохождения механику и придумать нельзя. Приготовься, Нуват. Сейчас к главному входу прибудет подмога. Спасибо большое, мне этих корейцев хватало. Но для старой игры повышение интеллекта Непов это было сложно, хотя зная Crysis, который при выходе у большинства людей вообще не запускался. Оптимизация была у него, да, очень и очень, не очень, как я люблю повторять. Ну, они выпустили ремастер, это им флаг в руки, молодцы. Сделали улучшения в плане производительности.
А так игра скатывается. Вот бежал, поймал маслину, опять отбежал. И по противнику по двое забираешь потихонечку. Здравствуйте, Серафима. Здравствуйте. Очень приятно, что вы зашли на стрим. Да. Намат, десант уже ждет. Вроде в последующих даже сериях игры Сейчас срочно вытащить заложников. Crysis Работать противник рухнет. немножечко тупит. Там тоже есть такие моментики, где противники довольно-таки много втыкают. Застревают или просто не видят, откуда ты там подходишь к ним и стреляешь. Ну или застревают там в текстурах. Вы получили достижение «Спуск под землю». Отлично. И Найти сохранение, заложников. получается, у нас Время на произошло. исходе. По стелсу я не вижу вообще смысл тут играть. Ну пусть тупят дальше, нам, игрокам, проще. В некоторых моментах да. Да, все верно. Но в плане того, что ты хочешь получить какой-нибудь интересный контент или что-то наподобие опыта в прохождении, то это явный минус. Да, а так, когда тупят, иногда даже проще. Но опять же, они могут так затупить, что просто тебя через полкарты расстреливают. И это очень нехорошо получается. Вот, например, вот этот чел, он просто тупо подходит ко мне. У него медикан, а он подходит ко мне и бьет меня в рукопашную. Вот где логика в его действиях, непонятно. По-моему, это уже не тупят, а угорают при убийстве с полкарты. Если бы ИИ еще мог бы угорать над игроками, было бы вообще смешно. Чисто ИИ кекет над Намат, не вижу твоего сигнала. бедствиями Включи прибор ночного бедного видения. игрока. Что он сказал включить? ПНВ? У нас есть ПНВ. Только у него есть заряд, опять же. Ну вот что он стоит вообще без укрытия? Он же помирает, он это прекрасно понимает. Ну как, в принципе, и я сейчас. Его миниган тупо пропал, понимаете? А, нет, патроны пополнились. Я думал, все, это уже глюки. Пошли с игрой, и она максимально начала вести себя странно. ИИ может угорать над игроками. Сходишь в будущем в побег из Таркова, там нипы, боссы, такое творят. Про Тарков я только слышал и отдаленно видел, что там творится. Ну, там, как я понимаю, все, так сказать, вся игра ударилась в максимальную реалистичность. И любой там выстрел по противнику или по тебе может стать критическим. Особенно в голову. И если у тебя нету аптечки или какого-нибудь бинтика условного. Не просто реалистичность, а еще и глубину механик.
Про механик... Что там? Я вот знаю, что там есть модификация оружия. Оружие довольно-таки прикольное. Есть улучшение, добавление... Ну, там, в обнове вышло улучшение своей базы какое-то. Есть момент, что можно кооперироваться с другими игроками. Да. Но опять же, он выглядит немножко странно, так как, типа, если вы разошлись, и тебя союзник принял за врага, и сразу тебя, ну, в первую секунду, как увидел, застрелил, то это, в принципе, нормально. Да. Еще что там есть всякие прикольные карты, всему подобного вещи. Есть видео «Побег из Таркова. Исповедь новичка». Глянь, все поймешь. Возьму на заметку на даме. Возьму на заметку. Мне тут наш модератор накидал исповедей новичка. Типа такой намек. Надо бы заняться. И попилить контент такого плана. А то у меня на следующую неделю уже запланировано небольшой технический осмотр консоли, и, соответственно, неделю у меня консоли не будет. И для решения проблем со стримами решили напилить видосиков. Но вот честно, ребята, я не особо пока шарю вот за все эти моменты с монтажом. В принципе, его не особо знаю. У меня нету какой-то наработанной там пока что темы там с шуточками всякими, подколочками в играх. Это, конечно, можно наработать, но пока такого нету. Звучит интересно, ждем. А нас поймали в плен, кстати. Вот так просто мы скосили 50 корейцев, даже больше, и нас взяли в плен. Респект Модеру за хорошую идею. У меня Модер вообще молодец. Хороший парень. Не зря его в подвале держу. Эксплуатируй грозного стримера. Вот это было обидно. Ух. Генерал, интенсивность излучения в храме стремительно возрастает. Хватит лицемерить, доктор! Стримеры так молодец. Вы что, ребята? Разве ЦРУ будет интересен храм? Всего столько сложного проходит. Столько страдает. Разве ему будет интересен храм? Такой тип роликов не столько про монтаж, сколько про хорошо поставленный сценарий. Это в том числе, да. Надо понимать, что ты делаешь. Все-таки в подвале держишь. А Модер не врал, он действительно заточен. В заточение. Угу. У него хорошо оборудованный подвал. Держи напряжение! Крестовый поход отменяется? Я не понял. Как так? Крестовому походу надо быть. Как же его вызволять-то будете? Там, как во всех этих трагических историях с интересным финалом, должно было выясниться, что все не так, как есть, что Модер был прав. Его вытащили в итоге, унесли на руках из всего этого адища и спасли. А злого злодея в качестве стримера победили. Ну и сделали, в зависимости от того, что решат главные герои, там заточили, победили его как-то, да. Инквизитор переобулся. Я тоже заметил, да. Вот не ожидал от него такого. Не, просто ситуация безвыходная. Инквизиция, она действует на благо своей высшей аудитории. То есть папы там, например, стримера, ну папа имею в виду римского, стримера и всего,
что думают эти высокие ранги. И крестовые походы собираются только после всех этих мыслей и соображений со стороны. А у нас тут такой мини-босс-файт, как я понял, да? Только он меня сейчас может убить в 5 секунд. Не, я работаю на себя. Ты скорее тогда бродячий рыцарь, а не инквизитор. Ну, типа, как есть название интересного такого вида рыцарей. Ах, бродячий. Странствующий, во, вспомнил. Странствующий рыцарь, да, ты скорее. Если ты действуешь в зависимости от своих интересов. У нас ИП Инквизиция, значит, вас еще там и много, да? А как ваш орден или своего рода... вообще все это сборище рыцарей и паладинов называется? У меня, кстати, оружие кончилось. Шевалье или банерет? Это из какого-то интересного названия, точнее, из интересной научной книги, или, в принципе, общее название? Орден Святой Пятерочной Инквизиционной Администрации, а сокращенно ОСПИА? ОСПИА. Ну, прикольно. Я не знаю, вот этого мужика можно, конечно, и в рукопашную попробовать загасить, но я думаю, он нас быстро убьет. Да. Можно, также надо будет в будущем вообще монтажом плотненько заняться. Мне научиться или наврать одного хорошего еще человека в команду, который займется этим делом, монтажом. А то стримики пилить это, конечно, классно, кайф и хорошо, но видосики с интересными моментами еще лучше. Да. Но я не вижу больше оружия, а у него здоровья еще целая куча. Это вид рыцарей без надела, но с фамилией, родом и второго даже армии. Ну, то есть у них нету определенной закрепленной за ними точки земли, но у них есть фамилия, которая обозначает их род. И я не понял в конце, да, а второго даже армии. А, второго ты с Бенеретом имеешь в виду, да? Бенерет, точнее. У второго даже армия присутствует. Или отсутствует, наоборот. Угу. Монтажеру платить надо. Монтажер у меня хороший. Монтажер живет в подвале и не просит ничего, кроме хлебушка. Давайте отойдем от этого чела, он какой-то дикий вообще. Я ему, кстати... Ну как, не предлагал, конечно, но он сам ничего не просил еще. Помогите. Верно, они призванные королем рыцари, но надела им не дали, а у Бенарета даже есть небольшая армия. А, понял. Интересная информация, буду иметь в виду теперь. Я, конечно, знал, что существуют своеобразные такие касты. Ну вот и все, мы его в рукопашную в итоге и забили. Подвид баронов. Угу. Бароны самая низкая. Самая низкая в ранговой системе средневековья. Как я помню, была. В плане звания. А вот и оружие, кстати, валялось. Ну ладно. Это девчонка из археологов, как я и описывал в начале ролика, который мы пытались спасти. Теперь модер еще и монтажером будет.
убираться отсюда. Я не заставляю человека, понимаете? Он сам все хочет делать. Боец У него все очень сильно на мотивации. Извини. Я его не заставляю ничего делать. Верно, барона низший феодальный строй. Да-да. Вот как могли заметить, вот это вот пришельский корабль. Точнее, врата от него. Ну или главный вход. Номан, как слышно? Это Гриф-4 от майора Стрикленда. Я здесь с Еленой Розенталь. Нужна эвакуация. Сможешь Ну, пройти когда мое начальство стоит у меня за спиной со штрафным блокнотиком, мотивация тоже появляется. Да-да, да-да. Сложно не иметь мотивацию, когда у начальства есть кнут. Ниже нельзя, Это вы все Номан. додумываете, Можем забить додумываете. стену. Подходи к обрыву. Придется прыгать. Давайте, леди, прыгайте. Я поймаю. Тюлени, как очень грубо. Держись. Прыжок Веры, кстати, был. А пряника нету. Я тебе раз в месяц устраиваю гостеприимный приход, где есть все пряники, печеньки и вкусные плюшки. С кружкой чая даже. Мы Так что не принимаем твой жалуйся. сигнал. Номад, выбирайся на поверхность. Мы тебя подберем. Ага, подберете. Ага, подберем. Да-да. Чудесно. Ну, а мы вниз поехали. Это как есть теория, типа, если лифт падает, то подпрыгни, он как бы тебя более-менее спасет. Ну, из этой ситуации. Но это все брехня. На самом деле, никак это тебе не поможет, если даже не усугубит все это. Да. А лучше всего просто тупо занять позицию, сидячую или лежачую на полу, и молиться всем богам, чтобы ты не падал с 12 этажа на нулевой. А почему? Почему-то игра напоминает Dead Space. Dead Space. Это я понял, да, отсылочка? Dead Space, кстати, довольно-таки тоже прикольная игра. Наверное, еще если в детстве играть с элементами хоррора. Когда на тебя какой-нибудь паука-человек выпрыгивает из вентиляции, то это очень-очень крипово выглядит, да. И третья часть, кстати, кооперативная. Да, все верно. Ну, она, опять же, в лучшем случае сыграется у нас на консоли. Потому что Слышишь меня? на ПК точнее сыграется. На консоли тут есть некоторые проблемки с отсутствием подписки Нет, Гриф, и общего, только вглубь. Ладно, сидите. общей, так сказать, Вытащим тебя оттуда. На это уйдет несколько часов. Попробуй пробраться вглубь пещеры. общей версии игры. Ну, точнее, не версия, а просто игры. В плане того, что она дорогая. Что ты там найдешь? Мгм. У меня ПК-версия есть. Это такой намек, да? Легенький. Хорошо. Вот там под последним постом, точнее предпоследним, Связь пропадает. Как слышно? Прием. опять же, где я огромную благодарность выражаю всем тем, кто Попробуй усилить поддерживает видеосигнал. Надеюсь, это поможет. и как-то, ну, вообще просто помогает в развитии канала. Выражал признательность. Вот там был список игр кооперативных под комментарием на даме, Туннеле или пещере. Стены похожи на кристаллический камень, но что более будет в будущем правильный пройдено. На то, что я в будущем не буду тратиться. Мгм, Застегнул. мгм. Хорошо. форм. Холодно. Очень холодно. Стены необычные, как ракушка. Похоже на органику, надеюсь, вы все это видите. Разрушаемые, кстати, кристаллики. И скатываются. Механика скатывания, боже, как она тут немного странно выглядит.
они тупо расползаются, как по воде. Боже, как это странно выглядит. Да. У Модера есть свои игры? Или это остатки прошлого до падения в цепкие вороньи лапки? У Модера есть даже в подвальчике свой ПК. Вы думаете, откуда он настраивает? Настраивает стримы. Да. И даже консолька своя есть. Мы, кстати, попали в инопришленский корабль. Да. То есть соответствуем названию третьей части, второй части нашего продолжения стримов. Угу. Как это, блин, звучит странно. Третьей серии, второй части. Ага. Второго стрима. По Крайзису. Чего это? Что? Подождите. А теперь мы умеем левитировать. И даже ускоряться в полете. Пришельцы есть название только у третьей части второго стрима. А, да? Ну я просто еще не смотрел, как названы прошлые части. Так мы залезать будем сегодня, не сюда? Или нам сюда надо как-то пролезть? Ну, выглядит по максимально но пришленчески. Да. Так, куда надо-то в итоге? У нас найдите выход из пещеры, транспортник ждет снаружи. А, сюда. Я-то думаю, что тут происходит. А нам показали выход. Черт, что это было? В Dead Space 3, кстати, тоже есть такая тема с отсутствием гравитации. Такое ощущение. И мы тоже там можем левитировать в некоторой части сюжета. Тут маленькие эти омарчики плавают. Да. Не омарчики, а эти кальмарчики, да. Никого нету тут болезни морской. А то можно пропустить данный контентище со всеми полетами, вызывающими головокружение. Черт, течение усилилось. Похоже, оно поддерживается этими механизмами. Попробуй их обесточить. Да, тут в левитации, конечно, интересно кататься, но... Кто-то меня ударил. Кто, интересно, тебя мог ударить, когда тут... Тупо некому, кроме левитирующих предметов. Фиолетовый газ какой-то интересный. У нас вроде есть, как я помню, функция жизнеобеспечения, позволяющая нам дышать в той или иной среде, опасной для жизни. Да. У тебя время, кстати. Еще один... Так. Время. Надо сложить общее. Сколько у нас, получается, было?
30:30. Сейчас, секунду, потупим чат. Время? Всего 2 часа стрим? Ты, наверное, пропустил, Инквизитор? В описании ролика чуть попозже я оформлю такую темку, как что у нас стримы проходят понедельник, среда, пятница. Понедельник, пятница 18 часов. И где-то будут идти 2 часа или 2 часа 30 минут. Да, в среду 4 часа. И в субботу, соответственно, бонусный стрим или видео. Ну, это я опять же повторяюсь, наверное, не знаю, раз я пятый это говорю. Может, кому-то уже поднадоело. Вот. В среду у нас 4-часовой стрим с 4 часов. 16:00. Да. И как пройти? А в субботу бонусный стрим или видео. С 12 часов стрим будет проходить. И где-то часа 2,5. 3. По лайтовой какой-нибудь игрули, например, Сабнатики той же самой. Ну или легкой какой-нибудь сюжетной. Не знаю даже какой. Но есть некоторые такие задумки. Наподобие того же Детройта. Его, конечно, пока нету у меня в наличии. Но в будущем приобретение возможно. Да. А что там складывать? Ты говорил до 8 часов вечера. Ну да, без 2. Ну ладно, мы тогда эту локацию вот как раз к 8:30 закончим. И думаю, можно будет потихонечку закругляться. Кальмарики плавают, кстати. Нет, просто расписание нигде не выложено. Да, на даме я обязательно этим займусь. Просто у меня немножко такие неприятные ситуевинки были. Что-то не очень было до описания видео. Руки не доходили. ПС. Есть описание канала. Плюсом можно в комментарии это писать и закреплять. Да, описание и закрепленные комментарии это тема. Я просто пока еще это не оформил. Что это он тут летает, блин? Нам его убить надо, что ли? Детройт стать машиной? Ну типа да, Become Human. Не, человеком, ты что? Там. Про человека было. У Сабнатика. Первая, кстати. Второй части к радости или несчастью у нас пока нету, а вот первая в доступе имеется. Но я тут уже летал. И он бессмертный. Ну или тупо ему надо много урона нанести. Да, я его, кстати, подобрать могу. Вот это я понимаю. Чисто кальмарика в руках носишь. Где он? Ну, летает и летает. Что ты до него докопался? Да я до него не докапываюсь. Он чисто меня таранит, летает. Вот если перестанет, то и не буду до него докапываться. Мы тупо по кругу летаем. Либо его убить надо, либо я не понимаю чуть-чуть всего происходящего. Потому что выхода я не вижу. А тут все еще так подстраивается в гравитации, что он переворачивается, непонятно из какого выхода мы влетели, в какой из какого вышли. Ну вот это и отсюда мы пришли, получается. Да. Ну ты тупо меня заколебываешь. Модер стримера забирает. Я как-то попросил нашего модера, так сказать, об одной услуге. Вот как раз
в чатик писать, когда подходит примерное время заканчивать. На что он мне ответит: «Мне лениво». Кто бы это ни был, Да, так и есть. Да, его надо было, видимо, убить. Этого кальмарчика. А тут он ответил. Я очень удивлен сильно. Да. Вторая скучнее первой. Ну, скорее, она просто уже приелась. Первая, она была такой новой. Со своим познанием глубин, больших всяких буб и всяких водоплавающих фиговин. Вторая, ну, есть говорящий персонаж. Это хорошо, это плюс. Угу. Есть шиза, тоже плюс. Есть с кем поговорить, кроме как ответы корабля. И, например, те же самые голосовые сообщения. Сюда надо было. А, наверх. Я тупил много, да. Привет, Еши. Привет. Мы тут потихонечку проходим Crysis Remastered, да. Присоединяйся. Мы тут веселимся во все, обсуждаем всякие различные игры. И что мы сюда пришли? И тут нету ничего. Да, я не закончил вторая часть. Хорошо, там появились новые всякие левиафаны. И тут закрыли нас. Но они не страшнее, но они даже более такие умилительные, чем в первой части. Измененный также состав транспортного оборудования. Это... Ладно, они сделали новые всякие модернизации. Типа паровозик маленький. Типа мотылек маленький паровозик и всякого подобного, да. Но в плане контента они практически не добавили ничего, кроме еще сухопутной техники. Одной штуки. Ничего из того, что там есть, на фоне жнеца не пугает. Жнец — это отдельная тема для разговоров. Он, по-моему, всем в кошмарах снится. Я чуть-чуть не догоняю. Либо мы залагали, либо я какое-то действие не могу выполнить. Или нам здесь... Ну, не пролезает он, нет. Кулаками побить? Тупо железки погнуть? Да. Мы можем гнуть железки и на пришленцев. Вы знали о таком? Вот я, честно, не думал, что мы можем гнуть всякие эти вентиляционные отверстия. На ПК у Сабнатики есть даже ру-озвучка. Правда, модом, но качественная. На ПК у Сабнатики есть... На первой части тоже у консолей присутствует русская озвучка. Про вторую не знаю. Опять же. Да. Но в первой присутствует. Я Сабнатику со страхом глубины проходил. Первая попытка заплыть в мертвую зону очень запомнилась. Ой. На даме. Дружище, я тебя прекрасно понимаю. Мой первый опыт в этой игре был чисто условным из видео. Вот ты посмотрел, как они... Чего? Они с одного удара убивают теперь? Вот я посмотрел, как люди проходят ее. И, где-то в юношестве, наверное, своем. И вроде бы ничего плохого такого. Никаких страшных таких ощущений, кроме вот этих звуков, у меня не вызывала игра. Начал ее проходить самому. И появилось небольшое такое ощущение боязни глубины, как ты описал, да. Потому как чем глубже, чем темнее и чем страшнее звучали все эти утробные звуки левиафанов и всех морских обитателей, тем мне становилось страшнее и очень... Не сказать, что отталкивающе, а скорее интереснее играть в игру. Да. Какие-то косы эти
инопришленцы, они не попадают Да, по летающему мне. Так, нас степнуло куда-то. Надо освоиться, понять, что происходит. Мы внизу, да? Мгм. Мы сломали корабль. Мы натворили всякой дичи и, как обычно, все разрушили. А тут что делать? Получается, ну... Вот самое прикольное, что тут оружие валяется тупо. С малым количеством патронов, но валяется. Ну хорош таранить, ну вы что? А, эта штука нас отталкивает, да? А это, получается, засасывает наоборот. Нет, это тупо тоже отталкивает. По какой логике тут все работает? Реально не по-человеческой. Я к ним сейчас в рукопашную, блин, полезу. У меня патронов нет. У тебя костюм на... Что на... А, у тебя костюм из фольги, вот и не могут нормально попасть. Ага. А чисто такой, как шапочка. Все их радио и ультра волны, которыми они видят или по-своему ощущают мир, гасятся. Ну вот я тебя рели сейчас буду кулаками дубасить. У меня нету никакого оружия. Сюда заплыть можно, а здесь что? Ё-моё. Очень непонятно и интересно одновременно. Куда мы летим? Приплыли туда же. В пещеру какую-то. Что тут делать? Но всех убивать, я думаю, тут не наша главная задача. Нам бы тупо выбраться. Понятно, замерзаем здесь. Ну, я на сегодня пойду. Приятной игры. Пока. Давай, Зет, хорошего тебе вечера, утра, дня или ночи. Да, спасибо, что зашел. Было приятно пообщаться. Отсюда мы выбрались. Фигня какая-то. Ультра непонятно, что за локация. Иди лесом, кальмар. Так, секунду, народ, у меня тут немножечко разрядился пультик. Геймпад, если точнее. Мы с такими темпами даже до 9 вечера не успеем. Но вот сломали мы всякие разные фигурины. Они тут трещат, все хорошо. А куда дальше-то? Здесь тупик. Но здесь было оружие. В чате, если никто не знает, куда тут идти. Сюда, что ли?
Да не, бред. Это тупо, опять же, выход в эту же большую комнату. С консолью управления что-то сделать. Побить ее, например. Понял, понял. Ну, значит, пока разбираемся своими силами. Пока я не применил хитрую функцию по обзору в интернете. Но вот есть какие-то проходы, но они нас отталкивают. Иди лесом, кальмар. Внимательно осмотреться стоит. Вот эти жилы мы ломать не можем. То есть они как бы... Да, ломать мы их не можем, нас отталкивает. Иди лесом, кальмар. По заданию ничего нам не говорят. Тут тоже отталкивает. Единственный вариант, я вижу, что надо избавиться от этих кракозябр, кальмаровидных. У нас тупо нет оружия. Да. Тупо нет оружия, чтобы их загасить. Да, так и сделаю. Что сделаешь? Я не знаю, что ты хочешь сделать. Озвучь, пожалуйста, свою мысль. Найти путь на поверхность. Это и без всего понятно. Может, тут закрыться можно и как в капсуле, типа, улететь куда-нибудь? Сейчас, секунду, чатис, подождите. Вот прям секунду. Да, чатис, я с вами. О, кстати, они тут выстроились-то в ряд очень хорошо, эти пришельцы. Ну, кстати, убивают они тоже так же отлично. Да, так и сделаю. Вот не люблю я такие вот моменты, когда тупо непонятно, что делать. И стрелять в этой вакуумной зоне тоже не ахти. Не, эта штука не ломается, это явно. Оттуда мы вылезли, в принципе, это бесполезно. Это какие-то инкубационные камеры, их тоже ломать, думаю, будет бессмысленно. Вот что-то я упускаю, вот честное слово, вот что, не знаю.
Разрушить эту штуку, например. Вот что это? Это какая-то проводящая энергию устройство. А если на ускорении пролететь, типа? Не, нифига. На силе. На броне. На скрытности. Скрытность тут вообще очень сильно тратится. Да. Вообще фиг его знает. Может, тут есть какая-то нычка, через которую мы должны пробраться. Еще эти кальмароголовые тут мешают. А, я скорее даже знаю, куда нам. Я понял. Я понял. Если я правильно понял, то все хорошо. У нас же тут был какой-то барьер, который ограничивал нас. На по щам. У нас был какой-то барьер. Если этот барьер питался от тех устройств, то, соответственно, он пропал. Вот тут, да, должен быть. Нет, не этот. Нет, это обратно. Вот это, скорее всего, вот сюда. Или не сюда? Нет. Вот и вправду интересный момент. Вот что тут делать стоит? Вот есть какая-то консоль управления. Вот мы потыкать по ней вообще ничего не можем. Единственное, я могу ее ударить, но это ни к какому эффекту не приведет. Взаимодействий никаких не выскакивает. Здесь пройти? Ну это вообще бессмысленно. Тут мы тупо не пройдем. Тут нас отталкивает. Да идите вы лесом, кальмары. Тут вообще нас не пускают.
Пу-пу-пу. Вот реально надо будет посмотреть в инете, что тут происходит. Как это работает, блин. На сегодня, я думаю... Да, ребят, будем заканчивать. Опять неразрешенные загадки остались. У нас тут. И главное, к этому ничего не предвещало. Вроде спокойно себе шли, всех выкашивали. А тут фигак и затоп такой. Бежим от злой страшной пещерки, значит, будем ломать ее на следующем стриме. По-моему, они не убиваются. Убиваются, почему же? Вот они. Но им очень много урона надо, у меня патронов тупо не хватит на всех них. Ну или они респавнятся, это я тоже. Не этот. Не могу отрицать. Ну вот тупо патроны кончились, вот и все. Я могу коробками, конечно, кидаться в них. С резиновыми предметами, блин. Можно в рукопашную сейчас их попробовать побить. Но это какое-то не очень действие звучит. Ну вот он нас убил. Да. Да, так и сделаю. Что ты сделаешь? Вот ни хрена непонятно, что он делает. Ладно, дорогие друзья, сегодня, я думаю, мы закончим. Всем, так сказать, желаю хорошего дня, утра, дня или ночи. Да, спасибо, что зашли на стрим. Ну и просто посмотрели его в записи. Оставляйте свои комментарии, лайки. В обязательном порядке в следующий раз мы эту пещеру осилим. Да. Она у нас будет покорена. Угу. На сегодня, я думаю, мы закончим. Да. Всем желаю удачи. Грустненько? Ну давай до следующего стрима. Да, в обязательном порядке в следующем стриме всех и вся победим. Конечно. Да, хорошего вечера, Инквизитор. Угу.